Яш. Ну что, пойдем на землянку? Пойдем. Ой, не пихайся. Малыш. Пойдем в землянку, пойдем. Пойдем. Яша, вперед, давай. Беги. Вперед. Рванул. Вот это скорость. Вот кто от него убежит? Кто от этого зверя убежит, а? Ах ты. Все уже грязно. Ну что там впереди, Яш? Все в порядке? Давай, беги вперед. Побежал к землянке, видно. Вроде бы все на месте. И Яшка уже на месте. Да, Яш? И ты на месте.
Яша, видишь, какие цветы красивые я нашел? Это по дороге. Ты только их не ешь. А тебе на кукурузу. Привет всем, привет, друзья мои! Вы снова на канале Реймон. Меня зовут Гарик. Вы в белорусских лесах вместе со мной у моей землянки. Как видите, я сегодня снова здесь. Опять я сегодня не один. Я сегодня со своим другом Яшей. Это дикий кабанчик, который когда-то прибился сюда в землянку. И теперь он вместе со мной живет, поживает. И добра наживает, да? Сейчас я собираюсь продолжить строительство землянки. Я строю здесь баню. Баня у меня двухэтажная, на втором этаже баня у меня двухэтажная, на втором этаже у меня будет комната такая. Летний вариант убежище. Землянка это у меня зимний вариант, а вот это будет летний. Там можно будет проводить до морозов время, а уже когда морозы, тогда в землянке. Сейчас у нас наступила осень. Вот с 1 буквально октября совершенно другая погода. Погода изменилась и прям стала такая осенняя. Видите, листья уже пожухли малек, стали желтые, осыпаются с деревьев. Очень сильный ветер, целый день идет дождь. Ну, как всегда, как осенью, сами понимаете. Ну, конечно же, дома я остаться не мог. Надо было прийти сюда, потому что единственный выходной в неделе. И я, как всегда, прихожу сюда, чтобы провести время с удовольствием, чтобы попасть, так сказать, в другое измерение. Здесь совершенно другая жизнь, другое восприятие времени. Здесь все по-другому. Поэтому я всегда стараюсь прийти в выходные сюда. Единственное, что меня останавливает, это болезнь. И то, даже если я себя довольно плохо чувствую, я все равно стараюсь идти сюда. Конечно же, не показывая вам, стараюсь держаться, так сказать, молодцом в кадре, но все равно бывает, я и больной сюда прихожу. Сейчас покажу вам, что тут произошло за неделю. Вроде никаких изменений, но все равно пробежимся быстренько по землянке. Очень сильный ветер. У Яшки уже отрастает ирокез его знаменитый. Готовится к зиме. Падают ветки, шишки. Засыпало все иголками. Видите, как классно. Теперь даже глина не пристает к ногам, потому что получился такой слой, изолирующий мою подошву от глины. Я даже не буду ее подметать, потому что так даже удобнее ходить намного. Грязь не таскается туда, в землянку. Стоит моя баня, все с ней в порядке. Никаких изменений. Внутри тоже все отлично. Надо будет потом только заниматься отделкой. Яшка проверит сейчас. Прораб, рассказывай, что скажешь. Все отлично, Яш? Наверное, все хорошо. Здесь в землянке тоже все по-прежнему. Ничего не изменилось. Похоже. С первого взгляда, по крайней мере. Внутри землянки. Все на месте, даже посуда. Печка в порядке. Я думаю, сегодня будем ее разжигать. Готовить в печке какое-нибудь интересное блюдо. Рубрика «Готовка с Гариком».
Надо подмести сегодня здесь пол. А то вот в прошлый раз грязи натаскалась. Посмотрим, что там птицы склевали все. А то в прошлый раз еще оставались семечки. Посмотрим. О, все, а я не взял им. Ну, в следующий раз надо не забыть. Ничего нету. Немножко есть что-то тут. Не, они пустые, пустые, пустые. Это шкарлупки. Яша пошел в свою столовую. Посмотреть, может, где-то что-то осталось. Хотя сейчас, я думаю, орехов много. Скорее всего, он будет сейчас ходить их собирать. Единственная сегодня проблема — это дождь. Будет мне мешать периодически. Ну, буду стараться работать в перерывах. Или, если будет небольшой, то можно тоже работать. Свалил и пошел. Ну, Яшка.
Да, осень дождливая началась, а сентябрь был прекрасный. Так хочется что-нибудь сделать, и дождик мешает. Неужели придется под дождем? Яшка занял все пространство под столом. Монстр лежит такой. Кобылка. Вот еще. Это поганки бледные, что ли? О. Что, Яш? Несъедобный гриб? Что за грибочки, друзья мои? Бабка. Красиво. Ох, какие красивые мухоморы. Червивый. Нет, это хороший.
грибы не любит. Не любит. Не любишь грибы. Не любишь. Не любишь. Порывы ветра сильные. Надеюсь, урагана никакого не будет. Ух ты! Упало дерево. Прямо возле меня. Да. Надеюсь, там яшки нигде нету. Опасно сейчас в лесу. Яшка вон ходит. Слава богу. Пойдем смотреть, что там упало. Угу. Береза. Да? Не береза. Вон сломилось дерево. Мелкое. Все равно жалко. Не выдержала. Не выдержала деревце. Нагрузки такой порывистого ветра. Надо идти в землянку. Тут в лесу небезопасно. Яш, сломи.
Ну что, вот козырек я сделал. Сделал подпорки, чтобы козырек не обрушился от снега там или еще от чего-нибудь. Потом еще будут перила, здесь будет лестница. Это будет потом. Теперь основная задача будет это крышу накрыть. На козырьке я уже накрыл. Теперь там дальше. Сегодня я по работе заканчиваю. Буду сейчас разжигать печку, нагревать ее и готовить там ужин. Яшке уже воду греть. Надо его кормить, а то ходит. За мной же по пятам не отходит. Услышал. Услышал про себя. Идет, идет, идет. Да, Яша, да, иду печку сейчас. Распалю огонь там. Будем тебе воду греть. Ну что ты? Так есть хочешь? А, не знаю, я же тебе курицу давал. Ты ее даже совсем медленно ел, бросил даже, не грыз ее совсем. Так ты любишь кашку, да? Я кашку любишь. Правильно, кашка вкусней. Что это курица сырая? Ты уже большой, тут места с тобой мало. Что, пятачок? Хороша печурка, да, Яшка? Сейчас натопим, будет тепленький.
Ну что, вот ты малышок, а. Обязательно надо вот ущемиться. Сильный хруст. Еще одно дерево сломало. Вот так сегодня ветер разгулялся. Ляшка, ты поосторожней тут. Ходи. Чуть что сразу пулей. Терпи, Яшка, терпи. Сейчас. Скоро. Все, пошел, не выдержал. Ну что ты, малыш, кушать? Ням-ням? Хочешь, да? Сейчас хлебушка тебе туда еще немножко надо накрошить, чтобы сытнее было. Себе отрежу немножко. Так, ну что ж, друзья мои, Яшка кушает, а я буду готовить себе заготовочки на ужин. У меня начищенная картошка, дома я ее почистил. Что я делаю? Я разрезаю картошку пополам. Вот так вот. Вырезаю внутри. Вот таким образом. Это отдаем Яшке.
И так вот всю картошку. У меня их тут штучки 4. Добавляю лучка. Знаете куда? Фарш. Фарш у меня там уже посолен, поперчен. Только лук оставалось добавить. Фарш, конечно, у меня куриный. Так. Немножко чесночка туда. Фарш с луком, чесноком. Немножко помешаем. И выкладываю сюда сверху на картошечку. Сковородка. Маселка. И выкладываю сюда главное, чтобы это влезло все. То будет обидно. Ну, как всегда, не влезло. Ну ладно. Это Яшке отдадим. Красоту такую. Что тут у нас? Ну, сейчас угольки подойдут. Когда будут мелкие, вот тогда поставим. Яша, не пихайся. Ну, что ты? Тут спать будешь? Что ты там уже подобрал? Все дерьмо сожрет. Вроде ж наетый, не голодный. Нет, все равно всякую ерунду подбирает. На, иди, будешь? Вот ты, растяпа. Мясо съела, а картошку. Картошку ешь. Угу. Все, отдыхай. Все, минут 20. Я думаю, оно быстро приготовится. Немножко поготовилось, достал. И теперь сверху майонезика вот так вот. Чик.
И обратно туда, в печку. Еще минут 5. Ну вот, друзья мои, приготовилось мое блюдо. Снизу там немножечко подгорело, конечно. Но буду есть сверху, а корочку эту нижнюю оставлять. Я еще пока не научился в печке готовить, потому что целое лето на костре. Сейчас зимой уже начну понимать, как тут к чему. Но думаю, все равно будет вкусно. Самый волнительный момент за весь день. Сегодня ураган такой, прям деревьев столько наломало вокруг, ужас. Слава богу, все обошлось. Пробуем мясо. Все готово. Картошка только вот снизу немножко пригорела. Такая тонкая корочка. А так нормально все. Можно так готовить, довольно вкусно. Еще можно сыра сверху. Я думаю, будет не хуже. Корочку есть не будем. Друзья мои, было очень вкусно. Если бы не подгорело снизу, вообще было просто супер, потому что хрустящая корочка на картошке была бы, и было бы вообще просто выше. Ну и так было очень вкусно. В следующий раз, если буду такое блюдо готовить, уже буду понимать, что надо, чтобы выгорело все, там, чтобы ничего не оставалось. Потому что я оставил, там еще были угли. А угли вот нельзя, надо убирать, потому что чугунная сковорода нагревается очень сильно, и так это подгорает. Поэтому надо учитывать это.
Ну а сейчас, друзья мои, хочу с вами попрощаться. Будем ложиться спать. Ну а вам всем пока. Увидимся в следующие выходные. Иди ложись, иди. Ложись, ложись, Яша, ложись.